Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, неделя с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода добра и изображение, значение этих карт, которые прорисовала таролог, известная таролог Колет Барон Рид, подаются с позиции позитивной психологии. Мои дорогие, давайте будем добрее к самим себе, к собственной душе. Жизнь, увы, не бывает полностью предсказуема. Позволим себе право на ошибку. Это очень важно. Ошибаться, но идти дальше. Допустим также альтернативные варианты, как и нашего восприятия, так и развития событий. Мы можем что-то планировать, но все равно есть внешние воздействия, обстоятельства, то, что мы называем, да. И нужно быть готовым к тому, что нам придется что-то корректировать. Это неизбежно. Вот узнаем подсказки карт, переложим эти метафорические образы на нашу ситуацию. Я так надеюсь, какой-то пазл сложится или подсказки для вас будут. И основные два вопроса – это неожиданности, что важно знать. Узнаем также, что скрыто. Ну и по основным сферам жизни достанем карты. Что для львов, моих дорогих львиц, что важно знать? Первая карта. Чего не избежать или те самые неожиданности, возможные? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Приятности или что вам будет помогать, что вас будет радовать. Давайте достанем карту «Что скрыто». Может быть, и вы чему-то не придаете значения. Может быть, и скрывают. Узнаем. И дела, работа, бизнес. Достанем карту, посмотрим энергии. Энергия денег, финансы. И что по личной жизни? Что же важно знать? А вы сами, мои дорогие львы и львицы, карта Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Прежде этот аркан назывался Ля Папесса. Была такая история в католической церкви много веков тому назад, когда во главе стояла Папесса, а не Папа. И она скрывала этот факт. Я уже не обращаюсь к истории. Мои дорогие, это вы можете что-то скрывать. Вот ваша какая-то тайна или то, что вы задумали, и карта где-то говорит, ты не афишируй это. Может быть, есть какая-то задумка кардинально изменить жизнь. Может быть, у кого-то кардинально изменить личную жизнь. Но это как тот вопрос, когда так дальше продолжаться не может. И мне нужно принять какое-то важное решение для того, чтобы как-то как будто преодолеть какое-то препятствие или словно барьер и добиться чего-то конкретного. Вот, может быть, у каждого здесь, понятно, своя какая-то мысль будет, но это то, что пока, может быть, даже я не просто не хочу кому-то объявлять, а я еще сам не уложил или не уложила в какую-то мыслеформу, или с чем-то я не определился. Может быть, неважно, кто меня смотрит, мужчины или женщины, девочки. Все же энергетика этой карты – это та, которая действительно все знает. И вы можете столкнуться, с какими-то обстоятельствами, когда вам нужно решить конкретный вопрос. Пользуйтесь интуицией. Что такое интуиция, мои дорогие? По сути, это тандем нашего интеллекта и прежнего опыта. Это тот опыт, который уже безэмоционален. Это были какие-то сложные ситуации, скорее всего. И здесь будет какая-то ситуация, отдаленно напоминающая, что где-то я уже вот эти грабли нашел. Или что-то подобное в моей жизни было. И уже теперь как раз нам дает это неоспоримое преимущество, потому что нет эмоций. Так вот, если совместим вопрос, который вы хотите осуществить с прежним опытом, все через рационализм, то, скорее всего, вы примете очень важное решение. Вот что-то подобное может стоять у вас на повестке недели или словно подготовка к чему-то. Вот есть, можно такую аллегорию тоже сказать, когда я предполагаю что-то, но как будут развиваться события, я пока сказать точно не могу. Поэтому слушайте интуицию, правда, и держите все под контролем. Может быть, кстати, у кого-то из вас Верховная Жрица. Это вы узнали какую-то тайну. То, что от вас скрывали просто, понимаете? А здесь приходит новость,
и тайное становится явным. Может быть, какая-то неслучайная случайность. Вестник Земли, тут, правда, мог быть человек, и вы о человеке конкретном что-то узнаете. Это для кого-то был тот человек, которому вы доверяли, может быть. И узнав какую-то новость, вы, ну, как-то хотите изменить либо свою жизнь, либо отношение к делу, к вашему труду, к вашему хобби, то хобби, которое для вас источник заработка. Потому что все-таки вестник Земли, тут есть какая-то конкретика, связанная с финансами. Может быть, и вопрос-то такой, когда словно сплелись воедино и межличностные отношения, да еще и финансовые. В неожиданностях тут не совсем неожиданность. Вестник Земли тут, скорее всего, ваша какая-то дальнейшая траектория, которую вы вынуждены пересмотреть или как-то скорректировать с учетом того, что вы, может быть, либо узнали, либо уже сложилась какая-то данность, есть какая-то конкретика. И вот от этого ни вперед, ни назад, вот просто так это не скажешь, мне показалось, или теперь будет так же, как прежде. Нет, вы уже сами чего-то не захотите. И, скорее всего, будете обдумывать, что же мне вообще в принципе, как мне жить, как мне работать, как мне взаимодействовать с людьми. Это карта честности в первую очередь. И, ну, где-то преодоление, разумные действия. По этой карте идут выносливость, решение. Вот в зависимости от того, какое вы решение примете или чего касается вопрос, вы и будете продумывать как и стратегию, так и тактику. Я не могу сказать, что это неожиданность. Это, скорее всего, ну, то, что вы уже как будто знаете, но не оставишь это без внимания. И тут совершенно любая сфера жизни, потому что старший аркан может проигрываться по-разному. Хорошо, давайте пойдем дальше и посмотрим, чему сейчас не время. Не время какой-то многозадачности, не время пытаться успеть везде и всюду, надавать кому-то обещаний или по-прежнему, может быть, регламенту какому-то вы многим помогали, участвовали в жизни других людей. Может быть, кто-то из вас делал ту работу, которую человек должен был сделать сам. Вот эта многозадачность, ей сейчас не время. И свою энергию, в принципе, распылять как будто, да, вот так пытаться ловить, как девушка нам показана, она словно ловит на лету обрывки писем или бумаги какие-то и пытается вроде все задержать, но нам уже говорят, что нет, скорее всего, не получится. И уже один из обрывков вот этой бумаги или записок, он словно попадает ей на рукав. Тут можно самому обжечься, пытаясь кому-то помочь, себя поставите тогда на второе место, а здесь нет, здесь только на первое. С этой картой все серьезно. И поэтому, может быть, знаете, не помогать кому-то сверх мира, к примеру. Вот это тоже может быть. Ведь карта десятка огня – это десятка, по сути, жезлов. И мы знаем, нам что говорят. Оставь какую-то многозадачность. Взвалил на себя, вот как в картах классических, человек несет вязанку этих жезлов. Куда он идет, он уже и света белого не видит, и дороги не видит. А нам говорят, брось и подумай о себе, отдохни. Вот, видимо, не время где-то перед собой ставить те задачи, когда мы что-то делаем автоматически тоже. Что же помогает? А когда мы как раз уходим вот от этих вот, семерка огня продолжает десятку огня, десятка жезлов или семерка жезлов. Это всегда воздействие на нас со стороны. Либо обстоятельств, либо людей. Вот здесь, скорее всего, люди могут перед вами ставить какие-то задачи, а помнишь, ты мне обещал. Или, а вот у тебя это лучше получится, а у меня хуже. Ну, тут разные варианты. Когда мы держим нейтральную позицию, нам это точно помогает. Когда мы больше сосредоточены на наших делах, и в этой колоде семерка огня, мы даже можем какой-то личный рекорд установить или для себя решить какой-то очень важный вопрос за счет настойчивости. И карта говорит, ты свой путь как будто продолжай. Единорог у нас показан, да? Сопротивление трудностям каким-то нам тоже помогает. И верность себе. Вот от начала до конца все эти карты подтверждают все то, что я сказала. Вот есть у вас какая-то задумка, вот и следуйте своей мечте, своему намерению. Не отвлекайтесь на какие-то дела
малозначительные. И если что-то вам предлагают, как минимум остановиться и подумать, а надо ли мне в этом участвовать? Видимо, это тоже будет важно. Что же скрыто? Угу. Какая-то женщина может быть просто скрыта, если мы говорим «верховная жрица». И, может быть, у кого-то проиграется как отношения, любовный треугольник, повторяюсь. Может быть, какие-то отношения, о которых вы узнали, и для вас это, ну, где-то повергло в смятение. И карта говорит, будь мудр или будь мудра. Мы действительно по этой карте, недаром у нас, посмотрите, какая королева воздуха красивая. Сова сидит на плече, это один из символов мудрости, неторопливости, кстати, и того, что очень сильная сейчас у вас позиция и самооценка. Время принимать мудрые решения. И, наверное, вот это либо пауза, либо тот вопрос, который вы обдумываете, он как будто влечет вот это решение, точнее, данного вопроса влечет за собой новую организацию вашей жизни. Что-то пойдет совершенно по-другому. Но это то, что скрыто, скорее всего. Для большинства может проиграться, что это вы в других энергиях. Это вы уже, кто-то из вас, мои дорогие, может быть и девочки, уже пришел к тому итогу, когда я хочу от чего-то отказаться. И последний штрих вы продумываете или продумываете, как это объявить человеку или как какую-то историю разрулить. Есть определенно, что что-то нужно решить мудро. И у вас вообще получится, потому что королева воздуха, если мы говорим про прообраз Юдифи, конечно, получится, потому что надеемся мы сами на себя. И значит, если правильно распределите свои силы, то нет помех как таковых вообще. Тут только можно самому себе помешать, если включиться в решение тех вопросов, которые вам не нужны. Вот, видимо, эта неделя вы в центре собственного внимания, мои дорогие, должны быть. Как будто не соскользнуть, а будут пытаться вас к чему-то склонить, приобщить или какой-то работе. Вот, видимо, это есть такой посыл. Но есть что-то более важное. И, может быть, это неосязаемо. Все же верховная жрица – это тут не совсем про материализм. Но какая-то верховная идея или высшая идея, или то, что, знаете, это где-то как ваше внутреннее «я», которое, ну, может быть, отчасти не соглашается с какой-то реальностью или с какими-то обстоятельствами. И вы понимаете, что я-то это изменить не могу, и вот провести в своей душе вот это согласование, восстановить какую-то гармонию и жизненные силы вам на этой неделе совершенно необходимо. Иначе будет какая-то вот подобная история, как по десятке огня. Можно ловить вот эти записки, да, в итоге обжечься, ничего не решить, потерять время, потерять, может быть, в хорошем смысле, самоуверенность. Вот это будет важно. Дела, работа, бизнес. Семерка земли. Посмотрите, какая удивительная карта. И знаете, правда, дела, работа, бизнес. Тут все развивается, скорее всего, ну, как по накатанной. Или в каком-то прежнем, может быть, шаблоне. Но о чем нам говорит карта? Это перекресток судьбы. Вот так вот выглядит в этой колоде. Перекресток, которые будут зависеть от нашего решения. Словно у вас на пороге есть прошлое, и вот есть будущее. Есть какая-то новая уже стратегия. И есть то, что, ну, вроде как привычно знакомо, но я туда не хочу, мне туда не надо. И вы будете принимать вот это мудрое решение. Карта говорит, есть даже вплоть до того, что смени пластинку, правда, вот прописано буквально в колоде. То есть мы что-то должны сменить. Вот точно стереотип здесь для вашего продвижения не пойдет. Не значит, что мы все ломаем, крушим там, да, и на 180 градусов уже развернулись и начали заниматься чем-то новым. Нет, об этом не говорят. Но как будто
элемент новизны, он должен присутствовать в вашей жизни. Это в неожиданностях, как будто вас заставляют либо пересмотреть отношения, либо отношения к работе, либо, может быть, сообразно вашим планам, намерениям, вы собираетесь куда-то переехать, значит, тоже этим вопросом нужно заниматься, искать какую-то информацию. С одной стороны, есть вот этот перекресток судьбы или перекресток вашей жизни, когда вы точно чего-то не хотите продолжать как раньше, или хотите изменить какую-то ситуацию, но на этой неделе как будто нет еще пока четких ориентиров. Где-то вот поэтому, может быть, карта и говорит, ты пока храни молчание, продумывай, просчитывай, собирай информацию, анализируй. Мудрые решения у вас как будто на пороге. Давайте мы посмотрим, что же по финансам. Ну, с финансами определенно надо быть осторожным. Когда выпадает карта шута, деньги все-таки мы не тратим. Тут не про деньги, тут есть момент риска. Есть, конечно, элемент начала, и у кого-то проиграется. Это как новые начинания или новые перспективы, или то, к чему я собираюсь приступить. Мне как будто это нужно стратегию разработать. И по этой карте это как новые какие-то берега нас ждут, правда? У кого-то проигрывается желание совершить этот самый переезд. Или у вас где-то вы допускаете, что я могу сменить сферу деятельности. Но мы, если конкретно на эту неделю по поводу денег, нам здесь не про траты, как будто лучше сохранить вот как раз на новые какие-то начинания, как будто деньги нам понадобятся для чего-то другого, мои дорогие. Деньги-то есть, нам об этом говорят. Вестник Земли, если в неожиданностях, здесь вы можете получить конкретные на неделе деньги. И, кстати, для кого-то из вас это может быть, знаете, как помощь человека, который вам помог финансами решить либо какой-то вопрос, либо брешь какую-то финансовую закрыть. Правда, иногда и так тоже бывает. Как минимум один, как будто есть в вашем окружении, который к вам относится искренне, тот, кто вас любит. Иногда по вестнику Земли, пусть не в этой колоде, в другой, есть тот человек, на кого мы можем положиться. Опять же, и даже если он один, одного достаточно. Тут как бы общность или общественность значения не имеет. Потому что есть у вас, мои дорогие, какие-то задумки. И когда нулевой аркан выпадает на деньги, знаете, тут как тот энтузиазм, который не всегда согласовывается с логикой и практичностью. Поэтому будьте практичны, что-то просчитайте. Личная жизнь. Четверка Земли. Вообще у вас все стабильно. У вас, правда, сильная достаточно позиция. По четверке Земли это карта уверенности. Это карта якоря своеобразного. Когда есть и деньги, когда есть полный баланс. Нам не говорят, что это крупная карта. Все-таки четверка. Есть и планы как будто заработать деньги. Но сейчас это уже достаточно сильная позиция, потому что у вас все под контролем. Поэтому если мы просто на личную какую-то историю, скорее всего, здесь не будет как раз изменений. У кого-то из вас, наоборот, будет побудительный мотив сохранить какие-то отношения, найти, ну, может быть, общие какие-то точки интересов, чтобы что-то, но не разрушилось, может быть, и так. Хотя, ну, про разрушение не говорят, но эта карта, я ее называю в других колодах, карта жадины, да, когда мы... Ну, тут не проводим какую-то реорганизацию, тут, скорее всего, про собственность, про надежность, про теплый, уютный дом, кстати, про сохранение как и нашего статуса, так и наших возможностей. И, видимо, это тот якорь, мои дорогие, от которого вам нужно оттолкнуться, чтобы принять какие-то правильные решения в той или иной области. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.